Так, всем привет. Меня зовут Александр Костицын, и вы на моем канале о всякой всячине. Сегодня я хочу вам рассказать о том, как мы провели наш отпуск в сезоне 2021. И выбрали мы в этот раз отель под названием Альва Донна, что находится в Турции, в городе Белек. Ну давайте по порядку, и рассказывать я буду, как обычно, в том порядке, как я исследовал сам отель. То есть сначала расскажу, как мы добрались, как заселились, какой у нас был номер, какая территория у отеля, чем нас кормили, чем поили, как нас развлекали, какое море. Ну и в целом какие-то сделаем выводы, да, плюсы, минусы, цены оглашу. В общем, все по порядку. Давайте начинать. А добирались мы не без приключений, так сказать. Началось все с того, что я человек рукокрюкий, или можете назвать как-то по-другому. В общем, в аэропорте я потерял свои наушники, мои хуавейчики, обзор которых вы можете посмотреть у меня на канале. Где-то выпали из кармана, и все, найти мне их уже не удалось. Пришлось срочно бежать покупать самые простецкие проводные, чтобы в самолете не было скучно сидеть. Дальше нас неприятно удивила авиакомпания Азур, которой мы добирались до Турции. В чем суть? У нее в аэропорте Внуково 4 стойки, и все рейсы, которые они выполняют, все регистрируются на этих стойках. И вот, когда мы полетели ранним утром, было, видимо, много вылетов, и из-за того, что люди все разом хотят зарегистрироваться, образовалась неимоверно большая очередь, в которой мы простояли лишний час. Я даже не представляю, что было бы, если бы мы приехали в аэропорт без запаса времени, который мы обычно берем. Даже страшно подумать. В общем, мы зарегистрировались, пошли дальше проходить паспортный контроль, и я в окно увидел наш самолет. Мне, как человеку, боящемуся перелетов, стало немного плоховато от его вида. Видите, у него на носу даже краски нет. Я почему-то подумал, что мы полетим на каком-то ужасном корыте. Но все оказалось намного лучше. Может быть, самолет действительно старый, я не знаю, по внешнему виду сложно определить, вот кроме этой краски. Но внутри, видимо, был сделан некий обновление некое, и кресло, и сам вообще весь салон был отличный, новый. Все было приятно, все было чисто. В общем, на самом деле все было лучше, чем я мог себе предположить в начале полета. Долетели хорошо, без нареканий. И вот, выходя из самолета, каждый раз, когда я прилетаю в какие-то теплые страны, на моря, я испытываю вот это непередаваемое ощущение, когда выходишь из самолета, и вот этот удар теплого воздуха. Я думаю, те, кто летают, те знают, что это такое. В аэропорте все прошло хорошо. Мы были в числе первых, кто проходил паспортный контроль. Поэтому мы пробежали быстро, багаж получили быстро. И все, и мы садимся в наш автобус. Что было приятно. Посадили нас не в стандартный большой автобус, а в микроавтобус. Раздали бесплатно воду. Всего нас предстояло 3 отеля заехать. Причем мы были вторые, и поэтому до отеля мы добрались очень быстро и комфортно. И вот мы добрались до отеля. Еще раз напомню, что речь идет об отеле Альва Донна, очень хорошем, отличном, шикарном отеле, но обо всем по порядку. Заселились мы быстро, на ресепшене персонал был очень приветливый, все понимают русский язык и говорят на нем, прям очень порадовало. Быстро нам дали все документы, ключи, все объяснили и сопроводили нас в номер. И вот здесь вот давайте остановимся. Я номер записал отдельно. Я даже не буду отдельно звук перезаписывать. Все, что сказал в самом номере, все здесь в ролике и повторю. Так, ну вот мы получили наш номер. Заходим. Сразу справа туалет, ванна. Прямо комната. Смотрим сначала комнату. Нам почему-то решили предоставить номер для новобрачных. Видимо, мы так выглядим или какая-то ошибка. Ну, да ладно. Так, по очереди чайник, вода, чай. Все, что есть, нам сказали в номере, все бесплатно. Открываем холодильник. Газировка, пиво, вода, соки, шоколадочка. Красота. Это просто шкафчик. Нас тут ждет комплимент, орешки и шампусик.
Все как надо, ведро со льдом, тортики, фруктики. Я счастливый, довольный. Так, значит, кресло, шкафчик с телефоном. Просто шкафчик, ничего нет. Так, светка, подсветка. Давайте посмотрим, что в шкафу. Значит, так, в шкафу сейф, плечики. Швейный набор и губка для обуви. Пакет для мусора. Так, дополнительная подушка. Дополнительная подушка, дополнительное одеяло, если замерзнем. Красота. Ну, достаточно стандартно, да? Дальше идем в туалет. Туалет. Здесь одноразовые стаканчики, фен, зеркало, большое зеркало и прикольный такой набор всей этой косметики, бытовой химии. Унитаз. Телефон, если вдруг станет плохо на унитазе. 2 полотенца, тапочки и душ. Мыло там внутри. Душ такой хороший, большой. Ну что же, прекрасно, хороший. Отличный номер. Нам очень понравился. Осталось только балкон посмотреть. Сейчас, секунду. Так, идем на балкон. На балконе 2 стульчика, вешалка для полотенец. И вот, если прямо смотреть, то вот такой вид. Но достаточно повернуть голову чуть-чуть вправо и вид на море. Хотя брали мы номер с видом, ну, не на море, как там правильно, не знаю. Вообще видон прикольный. Мне очень нравится. Прям красота. Это, кстати, отель в тайском стиле сделанный, а через него, по-моему, Оранж Каунти, или через 2 отеля через него Оранж Каунти, где мы были год назад. В общем, очень классно. Нам очень понравился отель. На первый взгляд, прям шикарный. Сейчас мы будем тестировать шампанское. После того, как мы расположились, все свои вещи разложили по шкафчикам, мы пошли изучать территорию. И вот что у меня есть для вас. Территория небольшая относительно. При этом она больше, например, чем у отеля Orange, в котором мы были в прошлом году. Но, тем не менее, я видел отели и побольше, причем значительно больше. То есть это такой, наверное, средняя территория, если смотреть на все отели, в которых я был. На территории расположились 2 корпуса. Основной, где были мы, то есть он состоит из нескольких зданий, но это все же один корпус. И новый, он располагается чуть дальше от моря, соединен с основным корпусом надземным переходом, и там сразу видно, что все новое. Позднее я вам просто покажу его, особо рассказывать о новом корпусе больше нечего. Там все дублируется, бассейн, ресторан, спа-центр, все там то же самое по набору услуг. Единственное, что море, оно все же прилегает к основному корпусу, и ходить из нового просто дальше, и все. В остальном все то же самое. Вот. Кроме самого отеля, на территории еще есть 4 бассейна, один из них крытый. Есть 4 бара, в 2 из которых можно покушать. Есть большой амфитеатр, где проходят вечерние шоу. Есть фонтан большой, красивый, со скульптурами, многие там любят фотографироваться. Пляж, конечно же, пирс с баром. Кстати, тогда баров получается 5. И на пирсе стоят прикольные такие кожаные диванчики, на которых можно сесть, выпить что-то, пойти искупнуться, прийти снова выпить. Ну, в общем, это такое. Также на территории есть еще 2 места, где можно покататься на водных горках. Одно для взрослых, одно для детей. Детский даже, наверное, можно назвать аквапарком, стилизованным таким в пиратском стиле. Но и там катаются в основном дети. Отдельно хотел отметить, что для детей есть отдельно стоящая детская площадка и клуб детский, где аниматоры очень хорошо развлекают детей. Все это ограждено зелеными насаждениями, поэтому детки не мешают своими криками отдыхать взрослым, ну и заодно они не видят некоторых слегка выпивших товарищей, да, то, что тоже достаточно хорошо сделано, я считаю.
Ну и, конечно же, здание главного ресторана, оно же здание с ресторанами а-ля карт, это одно единое здание, оно двухэтажное. На втором этаже центральный ресторан, где вы можете поесть по системе «Все включено». Э, Отдельно это стоит разговора. На первом же этаже расположились несколько ресторанов а-ля карт. Там и стейки подают, и японская кухня, итальянская, французская. Это все вам расскажет гид про то, что там дают, сколько это стоит. А это отдельная платная услуга, хоть и недорогая. В общем, это я тоже отдельно вам расскажу чуть позднее. Также вам доступен спа-центр. То есть кроме платных услуг, которые в нем осуществляются, то есть это всякие массажи, там, вот это все, доступны сауны. Доступен хамам, доступна обычная сауна, там души, закрытый бассейн, о котором я говорил. Это все вам доступно просто так. Многие ходят греться, при том, что на улице все равно жарко. В общем, это странное для меня поведение. Я не банщик, поэтому не могу оценить. Но люди ходят, поэтому, наверное, это все же классно, да. Из основного осталось еще рассказать про пляж, про море. И вот что я хочу вам сказать. Сам пляж у отеля, он имеет как плюс, и он же и минус. Плюс то, что его протяженность 300 метров. Это очень много. Если вы посмотрите на какие-то другие отели, то вы можете найти даже дорогие отели с пляжами протяженностью там 100 метров. Представляете, то есть у этого отеля в 3 раза больше. А минус то, что даже при такой длине, если вы приходите на пляж не в 8 или даже чуть раньше утра, то все, вы лежак уже свободно не найдете. Ну, это, наверное, относится все же не совсем к размерам пляжа, а к двум вещам. К воспитанию людей, их поведению. Это, видимо, никак уже не искоренить. И к работе отеля с этим. То есть я считаю, что отель должен с этим бороться каким-то образом. Например, в Оранже, когда мы были, там охранники ходили, и если полотенце лежит долго и никто не приходит, они прям вот забирали, и было очень даже так приятно на это смотреть. Ну, потому что это действительно не хорошая ситуация. Относительно самого пляжа, вот, да, входа в море, песка, вот это все, то это, ну, Турция, Белек, все, кто здесь был, все знают, что это песок вперемешку с галькой, это достаточно чистая вода, теплая при этом вода. Это большинство отелей имеет при себе пирс, с которого можно нырять. Вот. Ну и как я говорил, здесь на пирсе есть еще ресторан и площадка для загорания, где находятся такие, ну, мягкие матрасы. Я не знаю, ни разу не видел его свободным, но люди лежат, загорают, им очень нравится. Я такое видел в первый раз, да, и, пожалуй, это прикольно, мне понравилось. Ах, да, совсем забыл сказать, что часть пляжа, где-то, наверное, метров 50, отведена под не стандартные вот шезлонги для всех и зонтики, да, а под некие такие шатры или кабинки, я не уверен, что знаю правильное название. В общем, это для тех, кто хочет индивидуально иметь свою вот территорию обособленную, закрытую от всех и отдыхать в некоем таком уединении. Эта услуга платная. Стоит она в районе 120-135 евро в зависимости от удаленности от моря. В нее входит сама вот этот шатер. У вас будет свой официант, который будет вам носить фрукты, возможно, еду, напитки. В целом, классная услуга. Если вы не стеснены в средствах, то я вам рекомендую ей пользоваться. Вроде бы об отеле, о номерах, о территории все проговорил. Давайте теперь поговорим о питании и о напитках, которые здесь предоставляются. Про питание особенно распространяться не буду, потому что отель хороший, дорогой, здесь все соответствует этой цене и этому уровню. То есть у вас будет всегда куча мяса, куча овощей, на завтрак будет обязательно всякие разные яичницы, какие-то каши, какие-то там хлопья. Ну, это все, я думаю, во всех хороших отелях одинаково. Что хотелось отметить отдельно. На завтрак здесь дают настоящий свежевыжатый апельсиновый сок. Например, в
том году мы были в отеле Orange, там этого нет. Хотя тоже не самый дешевый отель. То есть, почему я и выделяю, что это достаточно редкая вещь. Также, для тех, кто едет с детьми, хотел выделить следующее. В главном ресторане есть отдельный такой зал, где подают еду для детей. Что это такое? Это еда, максимально приближенная к тому, что мы едим в повседневной жизни. Это какие-то наши супы, там борщ, еще какой-то. Это котлеты с пюрешкой, это может быть там рис с какой-то сосиской, это компот из напитков. В общем, все то, что у детей не вызывает никакого отторжения. Ах, да, чуть не забыл. Рестораны а-ля карт. Как я и говорил ранее, их несколько. Все они разделены по направлениям кухни. Есть французская, итальянская, японская. И вот мы выбрали стейк-хаус. Стоил он нам 10 евро. А другие рестораны цена колеблется от 8 до 25 евро на человека. Что это из себя представляет? То есть вы записываетесь заранее, потом приходите в назначенное время, вас официант проводит до вашего столика, дает вам меню, вы выбираете блюдо, и он вам по очереди начинает это все приносить, готовить. Там повар готовит, конечно. На протяжении всего ужина официант вам подливает напитки, которые вы заказывали. Ну и, собственно, все. Что здесь такого особенного, скажете вы? Особенное в том, что это не еда из главного ресторана. Это все же готовится для вас отдельно. И это отдельные блюда. Ну и небольшой совет от меня. Если вы не ходок в рестораны, то прежде чем туда пойти, просто загляните в Google, посмотрите, ознакомьтесь с правилами этикета и сервировки стола. Если же выйти за рамки главного ресторана, то мы можем найти на территории еще пару мест, где могут вас порадовать в течение дня различной едой, обычной, так и какие-то легкие закуски, например, там лепешки с сыром или с картошкой, или я видел место, где подают сырники со сметаной. Вполне себе оригинальное решение, по мне так очень классное. И давайте поговорим о запретном, об алкоголе. Все, кто не употребляет, не пьет, можете мотануть дальше чуть-чуть, я поставлю тайм-код. Все же, кого интересует эта тема, продолжаем. Так вот, алкоголь в отеле замечательный, шикарный. То есть я такого не встречал нигде. В чем суть? Весь алкоголь импортный. Можно, конечно, если вы извращенец, заказать местный, его вам нальют. Но, скажем так, основная масса того, что люди пьют, это все же импортный алкоголь. И не какой-то там неизвестный, а самые популярные бренды. Для примера, если это виски, это будет Ballantine's, Red Label, Джеймисон, а в лобби-баре можно даже заказать 12-летний Чивас. Если это текила, это будет Альмека, если это джин, это будет Бифитер или Гордонс, и если это какие-то ликеры, то это будет Бейлис или Мартини, да. То есть, такого уровня напитки здесь дают. И коктейли делают тоже из них. Наверное, стоит заканчивать об еде и алкоголе, да, но хотел, чтобы не возвращаться назад, еще сказать вот о чем рассказать. О кофе. Кофе в отеле несколько видов. Самый простой — это обычные кофемашины, они там есть в каждом баре. Непонятно, что это за кофе, то есть это машина стоит, кнопку нажимаешь, выливается. Ни сорт непонятен, ни вообще натуральный он, не знаю, в общем, даже нечего говорить. В лобби-баре можно заказать себе кофе натуральный, молотый, и кофе по-турецки, то есть мелкого помола, варится и с осадком. Но почему я вообще все это вам рассказываю? Потому что есть в одном баре кофе от Starbucks. И самое удивительное, что туда всегда очередь. То есть люди, я не знаю, что это, магия названия или что. В общем, я один раз за весь отпуск взял там кофе попробовать, и это было в 6 часов вечера. То есть он работает с утра и до 6, это место с кофе.
И вот я один раз подошел, и не было очереди. Все остальное время там всегда кто-то трется. И вот дальше у нас развлечения. Они мной будут разделены на две группы. Первое это стандартные спортивные мероприятия, там какая-то анимация, вот такое развлечение для детей. Ну и главное это, конечно же, выступление звезд. Если у вас на то есть желание, то команда анимации вас может развлекать с утра и до вечера. Это как с утра спортивные мероприятия, так к вечеру просто какие-то там танцевальные шоу и дискотеки. Утром вы можете на выбор пойти на акваэробику, на стрельбу из духовой винтовки, на стрельбу из лука, на волейбол мужчины часто ходят, на пляжный, так и как-то водное поло, да. Для детей отдельно каждое утро и каждый день и каждый вечер есть своя программа, их там развлекают по полной. В общем, для детей это, наверное, развлечение даже больше и лучше, чем для взрослых. Также раз в какое-то время, мне кажется, раз в неделю, но мы это видели 2 раза, не знаю, как это все же, с какой периодичностью, приезжает в отель развлекать вас человек, летающий на воде. Как это правильно называется? Напишите в комментариях, я не знаю. В общем, он летает на таком устройстве, которое отталкивается водой, всех поливает, все веселятся, потом он через какое-то время начинает брать кого-то из гостей к себе в пару, их развлекает. Все это происходит в бассейне. В общем, очень зрелищно, весело. Людям, как я посмотрел, все это заходит. А вечером команда анимации вас будет развлекать либо каким-то танцевальным шоу, да, в амфитеатре, либо это будет в амфитеатре же какая-то глобальная дискотека с подтанцовкой, да, в виде шоу, опять же. Либо это будет выступление звезд, о котором все же давайте еще попозже я вам расскажу. Ближе где-то к 10 начинается стандартная, обычная ежедневная, ежевечерняя дискотека. В связи с пандемией все эти дискотеки вывели на улицу, то есть вообще в отеле есть свой ночной клуб. Но из-за пандемии запрещено в помещении устраивать массовые мероприятия, поэтому дискотеки все под открытым небом. На самом деле в этом отеле, конечно, есть крыша, но тем не менее сама дискотека происходит на свежем воздухе, что, я думаю, даже лучше отдельным гражданам, потому что все же люди некоторые не умеют себя контролировать. На ночных дискотеках, пожалуй, остановлюсь чуть подробнее. Почему? Потому что это, пожалуй, то, что мне больше всего не понравилось в отеле. Ну, не сама дискотека, а конкретно диджей. Это, я не знаю, как это выразить словами, но, во-первых, у диджея, мне кажется, свой закрытый плейлист из там 30, может быть, хорошо, 50 треков, и все. Если вы сходили вечером на одну дискотеку, считайте, что вы знаете весь его трек-лист, и все. На следующий день будет все то же самое повторяться. Это первое. Второе. Вся музыка — это не миксы танцевальные каких-то известных песен. Это... Я даже не знаю, как это выразить. Это... Ну, это невозможно. Даже не то, что под это танцевать, это даже слушать невозможно. То есть берется трек, разрезается пополам, берется начало, играется известная музыка, да, слова, куплет, и потом вставляется какой-то просто кусок долбежки. Причем он всегда одинаковый, и всегда какой-то, он вообще там не в тему, так сказать. Наконец-то мы с вами добрались до самого, наверное, яркого такого впечатления об отеле. Это, конечно же, выступление звезд. Мы отдыхали 10 ночей, попали на 2. То есть выступление звезд происходит во вторник, каждую неделю. И вот нам довелось побывать на концерте Ханы и на концерте Зиверт. Зиверт? Не знаю. Скажите, кто знает, как правильно. Что тут можно сказать? Концерты хорошие, клевые, продолжительностью где-то чуть больше часа. Певцы поют вживую, отлично, замечательно, зажигательно. У всего этого идет подсветка, у них свои команды танцевальные. В общем, как шоу, достаточно прикольно. Все это проходит в амфитеатре.
И тут есть небольшое такое уточнение, что я вам хотел рассказать. По территории отеля до концерта развешивается объявление о том, что вы можете приобрести билеты в лоджию. Там на Зиверт это было 750 евро за стол, включает вот эту, то есть лоджию и там фрукты, алкоголь какой-то дополнительный, неважно. В чем суть? На самом деле никакой лоджии, конечно же, нет. Вам просто ограждают ближе к сцене несколько рядов, отдельно такими закутками делают и ставят туда столы. То есть все, что вы получаете, это вы просто немного ближе к звезде. При этом все равно есть место в самом центре, где вы, не заплатив ничего, можете подойти практически вот к самой сцене и увидеть звезду точно так же, как и те, кто сидят в лоджии. Вот еще про звезд, что хотел сказать. Казалось бы, Ханна и Зиверт. Я, честно говоря, у Ханны знал только один трек до этого, да, и вообще не представлял, что это за певица. Но при этом мне ее концерт понравился больше. В чем дело? Зиверт просто вышла, просто отпела, и все. На этом все. То есть она просто потанцевала, спела, закончилось шоу. Что произошло на концерте у Ханны? Пошел дождик, но небольшой, не ливень, а маленький-маленький. И, видимо, мы так предполагаем, что ей пришлось выкручиваться, чтобы народ не расходился. Она начала устраивать такой, как бы, интерактив. И позвала несколько людей на сцену, с которыми она там взаимодействовала, плясала, давала им микрофон и им попеть. В общем, все как-то прошло намного живее и намного интереснее, чем у Зиверт. Я ни разу не пожалел, что взял именно отель с этими звездами. Мне очень зашли и Зиверт, и Ханна. Но, как я и сказал, само шоу у Ханны было прикольнее. Пожалуй, уже долго рассказываю, пора заканчивать, поэтому давайте еще поговорим пару слов о ценах и подведем некий итог. Наш тур на 10 ночей нам обошелся в 205 тысяч рублей. Мы также знакомились с некоторыми туристами и узнавали у них цены, благо не все скрывают. Так вот, могу сказать, что есть люди, которые попали туда намного дешевле. Там были за 180 люди, которые поехали, но самое низкое я видел за 150. То есть мне говорили, единственное, что мы поехали где-то в середине сентября, а эти ребята поехали уже в конце сентября, то есть там больше риски попасть на плохую погоду. Наверное, в связи с этим и цена снижается. В целом, ценник, как я считаю, не самый гуманный, но тем не менее это того стоит. Почему? Потому что давайте сделаем вывод. А вывод следующий. Чем больше цена, тем лучше, конечно же, в целом все, да, давайте начнем с того, что еда лучше, алкоголь, несомненно, намного лучше, чем во всех отелях, в которых я был до этого. Сервис, про который я, к сожалению, не рассказал, поэтому давайте сейчас отдельно скажу. Сервис стоит отдельного упоминания, потому что здесь все сделано так, что ты вообще забываешь о какой-то вот повседневности. То есть, если ты сел за стол кушать, тебе тут же бегут подавать напитки, спрашивают, что ты будешь пить, тебе все принесут. Если ты там ищешь стол, то ты его спокойно найдешь, потому что забирают все, чистят, убирают моментально все, да. То есть, если ты в баре сидишь, за тобой тоже придут, уберут, подадут какие-то орешки к пиву, какой-то виноград к вину, дольют все. Если говорить про номер, то там убирают ежедневно и как-то ненавязчиво. То есть, такого, как в других отелях, что там могут не прийти. Или прийти, когда ты спишь. Ну, я не знаю, как они это сделали. Но сервис классный и при этом ненавязчивый. В общем, очень круто. И еще одно. Почти все вот люди, которые с вами будут контактировать из персонала, они практически все говорят на русском языке. Да, кто-то хуже, кто-то лучше. Но при этом вы всегда сможете с ними переговорить и объяснить им, что вам нужно, или там что-то, какие-то дополнительные уточнения произвести. В общем, сервис шикарный. Это отдельная строчка, ради которой стоит вот ездить в такой отель или в отеле такого уровня.
Ну и еще к плюсам можно отнести, конечно же, выступление звезд, конечно же, красивую территорию, но это, наверное, у многих отелей есть, да. Это, несомненно, большой по протяженности пляж, это далеко не у всех отелей есть, обратите на это внимание. Это, я считаю, это очень важным плюсом. Ну, а из минусов, пожалуй, один такой, который сложно назвать минусом, это новый корпус. То есть, если вас туда поселят, или вы сразу заранее туда возьмете путевку, то учтите, что просто до моря вам придется идти далеко. Вот. А все же минус, который вот прям минус, это дискотека и вот все, что с этим связано, с диджеем, с музыкой. Даже я об этом ранее сказал, даже возвращаться не хочу. В общем, это откровенный минус. А на этом у меня все. Всем желаю частых и удачных путешествий по морям и другим странам. И увидимся в следующих роликах. Пока!